Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Я Светлана Пикта. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Германия становится угрозой энергобезопасности Европы, пишет Рейдер. Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить плату за транзит по своей территории, предназначенного для них газа. Вена, Братислава и Прага считают целесообразным для укрепления европейской энергобезопасности, чтобы в декабре ФРГ отменила плату за транзит газа. Александр, что это? О каком транзите газа речь? Ведь от недемократических молекул газа из России Европа отказывается. Нет, все нормально, речь не о российском газе. На нем свет клином не сошелся. В Европе, прямо скажем, есть свои замечательные истории. Когда у нас воспринимают некоторые Запад как некий коллектив, то есть, когда эту фразу произносят как некий образ, окей, но если люди на полном серьезе начинают воспринимать Запад как некий коллектив, такой монолит, который неделим, это уже превращается в ошибку. Потому что у каждой страны в одном только Евросоюзе есть свои интересы. Свои интересы, проистекающие из вполне объективных причин. Давайте вот выделим одну из групп этих причин. То, что я сейчас опишу, не описывает все сразу. Это вот только одна маленькая группа. А именно, в 2021 году начинается энергетический кризис. Ну, в 2021 году никто не знал, что на самом деле энергетический кризис начался в феврале 2022 года, или в марте 2022 года. Тогда знали, что вот уже кризис, уже надо что-то делать. Первыми отреагировали правительства Испании, отчасти правительства Германии перешли к обсуждениям, но в правительстве Германии обсуждения затянулись из-за того, что там выборный цикл начинался. Как раз старое руководство уходило, новое приходило, и это не позволило, пожалуй, вовремя среагировать. То есть многие страны Европейского Союза во второй половине 2021 года либо пытались переждать надвинувшуюся вот эту вот проблему с повышением цен на газ, на уголь, на электрическую энергию. Некоторые страны пытались снижать налоги, не все, ну, часть налогов. Знаете, когда у вас тариф на электрическую энергию облагается как минимум двумя налогами, то вы один можете чуть-чуть снизить, второй оставляете, потому что, ну как это, что это, прям сразу все отменить, это вообще непозволительно. Поэтому извините, пожалуйста, но платить будете чуть меньше, чем могли бы, но больше, чем платили раньше. Кто-то пытался вводить какие-то протекционистские меры не очень успешно, это, например, по крайней мере, объявляли руководители Франции, руководство Германии пыталось вот идти по пути налоговой поддержки. Это 21 год. Это создание некого объективного фона объективно существующих причин в области энергетики, которые по-разному стали воздействовать на, которые привели к тому, что энергетический кризис немного по-разному стал воздействовать на вот страны Европейского Союза. То есть, потому что руководство этих стран выбрало разные пути решения проблем. Но так как в октябре 2021 года всем сказали, уважаемые аналитики европейские, что, ребят, к 1 апреля 2022 года ситуация рассосется, то каких-то стратегических изменений никто даже не предполагал, не обсуждал, и пытались обойтись вот этим тактическими воздействиями. Вот. Кроме того, экономическая ситуация в разных странах Европейского Союза, как это ни удивительно, разная. В Болгарии она одна, в Германии другая, во Франции третья, ну и так далее. Собственно говоря, есть Испания, Франция, Германия, Италия и кого-то, мне кажется, я забыл. Но вот, по крайней мере, вот эти четыре страны являются одними из крупнейших в Европейском Союзе с точки зрения их экономической мощи. Но, как мы понимаем, даже среди вот этой четверки мы смотрим на Испанию, смотрим на Германию, понимаем, что как-то немножечко разный уровень развития этих стран, вот прям немножечко разное благосостояние, разная налоговая политика, потому что где-то больше поддерживают население. И тариф, допустим, на газ для населения ниже, чем тариф на газ для промышленности. Где-то наоборот. Это зависит от, в первую очередь, налоговой политики национальных государств. При том, что сам принцип ценообразования вроде как на всем Европейском Союзе одинаков. Но на уровне вот этих стран, государств, вы можете здесь налоги повысить, здесь понизить,
это общий фон. А тут кризис, который добавил еще некоторые переменные к вот этим, знаете, донастройкам. Ну вот, это 21 год. То есть все как-то так напряглись. Урсула фон дер Ляйен сказала: ребята, ничего менять не будем. Да, тут некоторые проблемы. Тут вот газочек стоит уже $1000 за 1000 кубов. Ну что ж мы, не европейцы ли мы, не потерпим ли мы? В общем, решили терпеть, потому что само все образуется, потому что рынок порешает. Что характерно, рынок порешал. Но, правда, Не почему-то совсем так, как хотелось. понимаете, вот я вообще всегда удивляет. Рынок порешает. Хорошо, но почему вы думаете, что рынок порешает в вашу пользу? То есть, когда встречается продавец и покупатель, у них объективно разные интересы. У покупателя желание подешевле купить, у продавца желание подороже продать. И вот рынок, конечно, как-то вот порешает, но всегда в чью-то пользу. То есть, может быть, какой-то, знаете, рядом стоит большой дядя, который говорит: нет, ребят, вы должны все вести себя хорошо, и вам всем должно быть здорово в этих условиях. Но в действительности так ведь не получается. Где-то больше выигрывает покупатель, где-то продавец. Бывает ситуация, как говорят, win-win, но если бы все ситуации были такими, то для win-win не придумали бы вот этого отдельного термина. Вот, то есть ситуация, когда все выигрывают, вот для всех это здорово. Но даже тут, если присмотреться, можно увидеть, что кто-то получил чуть больше, кто-то получил чуть меньше. В общем, вот эти объективно существующие проблемы во время энергетического кризиса наложились на определенную энергетическую специфику энергетической политики в отдельных странах Европейского Союза. Это все вместе наложилось на общую энергетическую политику Европейского Союза, ну, то есть биржевое ценообразование на газ. Ну, у Китая тоже есть часть газа, например, которую покупают через биржу. Но просто большая часть газа идет с нефтяной привязкой. Ото всех, не только от нас. Ото всех. И, соответственно, когда у вас дорожает газ на бирже, вы можете сказать: нет, ребята, мы минимизируем закупки через биржу. Мы больше будем через вот каналы, по которым мы с нефтяной привязкой получаем газ. Мы будем оттуда больше покупать газочек. А где сможем, газочек заместим углем. Европа по этому пути объективно, опять же, не могла пойти, потому что отказ от угольной генерации. Там пришлось, конечно, немножко расконсервировать угольные электростанции, но это уже не та мощь угольных электростанций, которая была в начале десятых годов. Вот. Нету вообще контрактов с нефтяной привязкой, соответственно, у вас вся цена завязана на биржу. А кризис, он же не везде вообще. Он конкретно в биржевом сегменте. Вот, это была преамбула. В 2022 году, если вот если соблюдать хронометраж наших роликов, мы, к сожалению, не сможем сейчас углубиться в некие причины, почему вот получилось так, как получилось. Но, если что, можно на канал Инфотек зайти. Там есть серия роликов про историю мирового энергетического кризиса. Вот там чуть подробнее про это все. Сейчас кратко. К лету 2022 года, ну, ситуация не рассосалась, ситуация лишь усугублялась. При том, что характерно, усугубляться она начала с января 2022 года. Потому что в декабре 2021 года биржевые котировки впервые пробили вообще в истории, пробили в Европе отметку в $2000 за 1000 кубических метров. Не, они потом снизились. Но, знаете, $1000 это все равно настолько недушная цена, что ой-ой-ой, все несколько напряглись, стали снижать потребление. Потребление за первые 1,5 месяца 2022 года стало падать. Первые 1,5 месяца. Не 24 февраля потом наступило. Ну так, вдруг кто-то из наших вот зрителей в календаре не столь ловко разбирается. Вот я акцентирую на этом внимание. Первые 1,5 месяца. Закупки газа из России на треть упали примерно за первые 1,5 месяца. Даже если погодный фактор убрать, все равно снижение было связано в первую очередь с сокращением спроса в промышленности. И вроде как заканчивается отопительный сезон, накоплено газа было мало к началу отопительного сезона, но снижение потребления и относительно теплая зима позволили пропетлять. И тут летом схватились европейские лидеры за голову и сказали: мама родная, что происходит? Нам же нужно накапливать газ, накапливайте газ побольше. Зачем? У вас падает потребление, зачем вы форсируете накопление газа? Вам не нужно будет столько. А вдруг? В принципе, я даже согласен, это хороший довод, без шуток.
Довод «а вдруг» — это довод, который нужно использовать вообще всегда, везде, в любом деле. То есть, когда Декабрь вам говорят, 21 года, очевидно, напугал политиков и там, энергетиков. ой, я страшное скажу. Вот проблемы 21 года начались, по сути, еще летом 19 года. Но еще раз, вот я предлагаю, есть отдельные ролики про, вот как раз последний ролик про историю мирового кризиса, он как раз про вот события 19-20 годов, вот все желающие могут зайти послушать. Как раз проблемы лета 21 года, они тоже не из ниоткуда взялись. Они взялись из-за структуры рынка, который был создан в Европейском Союзе. Ну, банально. Накоплением газа для отопительного сезона в Европе занимаются частные лавочки, которые на этом газе, на перепродаже его зимой зарабатывают. А когда вы, ну вот в 2019 году, если кратко, вы летом купили дороже, чем смогли продать зимой, там свой кризис был небольшой, про который уже многие забыли, то это вас несколько, вот, знаете, охладит в момент, когда вы видите, что биржевые котировки летом 2021 года растут, и вы думаете, погодите, вот они уже $600 за 1000 кубов. А будет ли зимой газ стоить достаточно, чтобы я, купив по $600, смог его продать в плюс? Или лучше я сейчас возьму и газочек, который я закачал в начале лета, продам вот в августе и заработаю $200 на этой Вот разнице. проблемы не берутся ниоткуда, это понятно. А Конечно. летом Вот 20... я сейчас к Германии подхожу. То есть вот это была проблема, которая породила форсирование закачки газа в 2022 году. И у нас многие спрашивают, ну, они же там за 3000 закачивали газ. А как они эту ситуацию разгребли? Потом же газ стоил дешевле. Никак. Никак они не разгребли эту ситуацию. Когда соответствующие документы готовились, то оператор сетевой, ну, местный регулятор, в общем, сетевых операторов постановил, что, ребят, ну, ежели что, собирайтесь с своих потребителей на территории своих стран. То есть, если вдруг будет какая-то вот... Если вдруг придется продавать в минус, вы должны компенсировать, но, по сути, компенсирует ведь не правительство. Правительство деньги не из своего кармана берет, а из кармана граждан, промышленности, ну, то есть бизнеса. То есть вы собрали налоги, вы компенсировали вот форсированную закачку газа. И получилось так, что из 10 миллиардов затраченных у Германии на закачку газа вернуть к концу 2023 года удалось 1,5 миллиарда. Небольшая разница, согласитесь. И руководство Германии сказало, ой, не, погодите, это сколько нам нужно сейчас вытаскивать из кармана своих граждан? А граждане это не только граждане, знаете, простой там какой-нибудь работяга. Нет, нет, нет. Это уважаемые граждане, которые руководят какими-нибудь концернами. И тут вы говорите, дорогой концерн, не мог бы ты доплатить немножечко за газочек? Почему? Ну, понимаете, нам там Брюссель сказал форсировать закачку, и сказал, что вы, если что, это оплатите. Это глубочайшее недопонимание встречает вот такого рода подход. Поэтому немецкое руководство, пользуясь тем, что Германия — это крупный транзитный узел, ежели что. Ну, вот Германия — это и с точки зрения транспортных потоков крупный транзитный узел. Ну, и не столь выдающийся, как планировалось, когда северные потоки были живы, но все-таки это довольно важный узел и газотранспортный. И что решило сделать руководство Германии? Оно сказало, а знаете, вот весь газочек, который с нашей территории выходит, его надо дополнительно оплатить. Вот, знаете, пошлину мы введем. А то что это вы как-то взяли, например, закачали в наши подземные хранилища газ. И просто этот газ извлекаете и отправляете к себе. В Австрию, там, Чехию какую-нибудь. Может, до Италии вообще дотягиваете. А нам с этого что? Нет, а давайте вы немножко доплатите. Эта история тянется с весны 2024 года, когда вот эти вот перечисленные страны, которым сказали, ребят, доплатите, они встрепенулись и сказали, в смысле доплачивать какую-то пошлину, когда газ пересекает границу Германии с кем-то еще. Вот. Вопросов и противоречий становится очень много, да, и на этом, пожалуй, можно закончить. В общем, желаем удачи и Австрии, и Германии, и Чехии, вот всем им вместе удачи в суде, чтобы им всем было хорошо вот от грядущего процесса, чтобы от грядущих разбирательств, чтобы все победили, знаете как, чтобы все они победили. Пусть количество вот этих вот гавканий друг с другом у них только нарастает.
Вот, на этом Истово закончим. болеем за обе стороны, да, как Ну, говорится. болеем за обе стороны, нам все одинаково симпатичны. Вот. Спасибо, Александр Сергеевич, за прекрасный комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всего хорошего, до свидания.